Здравствуйте. Это канал «Когда болеет близкий», дневник мамы. Я Екатерина Вародис, создатель и ведущая этого канала. И в последнем видео я рассказывала вам о тех 5 днях, которые мой сын, наш младший сын Ваня, провел в больнице Святого Яноша, Сент-Януш-Корхаз, о том, что у него подозревали абсцессы в спине, но 5 дней ему давали антибиотики, состояние ухудшалось, у него поднимался ЦРП, это реактивный белок, и уровень его достигал уже 350, падал гемоглобин, и при этом не меняли антибиотики, и за все время к нему ни разу не пришел хирург. Они ждали перевода в онкоцентр, поскольку они считали, что это не их больной. Ну, по крайней мере, может быть, там были другие причины. Мы, как родители, видели это именно так. Собственно, нам так и говорили, на самом деле, что мы сделать ничего не можем, и все. И вот сегодняшнее видео будет посвящено тому, что с нами произошло в онкоцентре. И я также буду давать общие рекомендации, которые могут пригодиться, мне кажется, при любой системе здравоохранения, потому что многие говорят, что зачем вы нам рассказываете по-русски, это нужно знать тем, кто лечится там в Венгрии, в Германии. Я могу сказать сразу, что, во-первых, часть рекомендаций, она совершенно универсальна, какая бы ни была система, потому что она касается особенностей общения с врачом, определенных вопросов, которые вы задаете. Это, во-первых. Во-вторых, меня смотрят очень многие русские, которые живут в Европе, плюс мой канал, он имеет дубляж, автодубляж на английский язык, и есть субтитры на венгерском, немецком и английском языках. То есть меня смотрят и в Европе тоже те, кого это может заинтересовать, но в связи с тем, что мой родной язык русский все-таки, а по-венгерски я могу говорить практически как на родном, и на английском, но вот, например, немецкий у меня не такой сильный, поэтому, естественно, здесь выбор все-таки мой упал на русский язык. Итак, в свое время мы живем недалеко совершенно от онкоцентра, и проезжать мимо него мне даже было страшно всегда. То есть место мне казалось очень нехорошим, все время хотелось туда не смотреть, проезжать мимо. Ну, понятно, отношение к онкоцентру, наверное, у всех такое. Но после Сент-Януш-Корхаза, когда нас перевели в онкологию, для нас это был практически рай на земле. Вот абсолютно изменилось отношение, потому что больница намного лучше оснащенная, больница сертифицированная международно, то есть они лечат по международным протоколам, имеют все необходимые лицензии, все необходимые лекарства, у них очень много корпусов, которые соединены друг с другом, то есть многопрофильная, практически онкологическая, но многопрофильная больница, очень много специалистов, храм, сад великолепный, двухместные палаты, то есть, конечно, и отношение, в принципе, совершенно другое. И в первый же день, когда нас туда перевели, вот в эту двухместную палату, я уже, наученная горьким опытом, не заходя в палату, договорилась с врачом, попросила, знаете, говорю, пока у нас нет постоянного диагноза, будьте добры просто Ване предположение не озвучивать, потому что я уже слышала, что они друг с другом говорят, что это злокачественная опухоль, это точно все плохо, это меланома или саркома или там что еще. То есть как бы вопрос был уже решен. И это тоже немножко было, знаете, вот такое ощущение, что на тебе уже сразу заранее ставят крест. Я думаю, что это нормально для онкоклиники, потому что они с этим все время встречаются, но тебе, как человеку, попавшему впервые, не имеющему еще точного диагноза, кажется, что все уже, собственно, оно так и есть, на тебе ставят крест, и тебя воспринимают уже частью системы. Эта врач так, она немножко помялась, сказала, что вообще-то мы должны сообщать. Я говорю, знаете, когда будет диагноз, я совершенно не против того, чтобы сообщили, но до этого времени давайте его просто не травмировать лишний раз. Он подписал документ, что вы можете передавать информацию мне. Давайте сделаем так. Она говорит, хорошо, но если вы согласны с тем, что мы потом ему скажем, то да. Я говорю, да, конечно, все хорошо. И в онкоцентре все закрутилось достаточно быстро. То есть там Ване сразу же назначили КТ, там тут же сделали ему очень быстро анализ крови прямо в палате. Выяснилось, что у него очень высокий ЦРБ, это где-то 350 при норме 0. То есть воспаление стало выше, чем было в Сент-Януш-Корхазе. У него понизился опять гемоглобин, ему заказали донорскую кровь. И эта же врач, она тут же назначила консультацию, то есть вызвала к нам хирургов.
И была совершенно поражена, посмотрев на Ваньку, посмотрев на его спину. Она говорит, и что, его 5 дней никто не осматривал из хирургов? Мы говорим, нет, вообще ничего, никто даже не заходил. Она говорит, ну это просто вообще безобразие, ждем хирургов. И вот в 9 часов вечера где-то, когда я уже думала, что ничего не будет происходить, в 9 часов вечера пришел хирург, посмотрел на Ванину спину, говорит, так, это реально абсцесс, срочно везем, пунктируем, то есть отсасываем этот абсцесс. Его сажают на кресло, везут, уже не помню, по переходам или по улице, не помню, уже везут в хирургическое отделение. И там мне нужно было на короткое время отскочить куда-то, что-то на работу. И у меня муж один был, оставался. И потом я их с трудом нашла, вот в хирургию его отвезли. И в хирургии врач начал пунктировать Ване его вот этот вот абсцесс. И вот тут, что называется, кто стоит, сядьте, а кто сидит, крепче держитесь за стол, за стул. Ване из одной камеры многокамерного абсцесса высосали, отсосали 4,5 литра гноя. 4,5 литра. Причем особую пикантность этой ситуации придавало то, что врач был один, ассистента у него не было, и ассистировал ему мой муж, а потом, когда я подошла, я. Муж мой в нормальной ситуации падает в обморок от вида крови. Но тут он уже настолько мобилизовался, что уже тут ни до каких эмоций, он спасал сына. И вот мы с ним, потом я подключилась, и мы с ним таскали вот эти огромные такие шприцы, в каждом там по пол-литра гноя. Их нужно было, значит, ему прокололи эту часть под местной анестезией. И вот эти шприцы все время надо было менять и этот гной сливать куда-то. То есть вообще сам факт, что не было ассистента, это, конечно, все воспринимают как какой-то жуткий трэш абсолютно, но в данном случае, знаете, там опять ситуация такая, что несмотря на то, что в Венгрии врачи получают очень хорошую зарплату, но особых надбавок за работу в онкоцентре нет, а работа очень тяжелая, поэтому им реально туда очень трудно найти специалистов, то есть просто нет ассистента, вот нет. И поэтому мы могли помочь, мы помогли. Насколько там были соблюдены меры гигиены, я затрудняюсь сказать, я как бы не врач, мне сложно, ну, наверное, были, в принципе. Вот, то есть Ваньке проделали еще одну дыру, а оттуда отошло еще литр с небольшим гноя. И забегая вперед, я скажу, что на следующий день отлили еще оттуда где-то 2, что ли, литра гноя, то есть какое-то безумное количество абсолютно. Что в онкологии, что... Ну, в онкологии мы лежали в химиотерапии, потому что там было место. Что в хирургии сказали, что такого они просто никогда не видели. И Ваньке все это дело промыли, потом его поставили на ноги, оттуда еще потекло, значит, его там мыли в хирургии, а потом его так наскоро завязав, посадили в кресло и отправили в онкологию. В онкологии все медсестры получили просто инфаркт, сказали, вы что, мы это не умеем перевязывать, а врач сказал, ставьте его под душ, промывайте раны, ему только это полезно. Значит, медсестры стали хвататься за голову, мы в какой-то момент с мужем подумали, что, ну, типа, это же все-таки онкология, то есть, ну, наверное, мы не первые с такой раной. Хотя, вы знаете, я вот сейчас уже в этом сомневаюсь, потому что у Ваньки на таком месте и такой абсцесс с таким количеством гноя, это, мне кажется, вообще в истории чуть ли не всей Венгрии первый раз. То есть, по крайней мере, ни в одном месте нам еще не говорили, что, ребята, у нас такое было. Все говорили, о, вы у нас, типа, такие уникальные. Вот. И после этого нас практически, у Ваньки сразу, вот буквально на следующий день поднялся гемоглобин, упал ЦРП, это вот реактивный белок, с 350 до 60, то есть это огромное падение просто. Он стал себя намного лучше чувствовать, у него вернулся аппетит, он, ну, стал выглядеть совершенно просто другим человеком. И нас... Да, ему сделали биопсию новую, причем зная, что у нас уже был опыт с биопсией и что опухоль у нее достаточно большая, поскольку она весь крестец обнимала, получается, ему сделали биопсию сразу из 3 мест, для того, чтобы уж гарантированно все обследовать. И сказали нам, что максимум через 10 дней все будет готово. И после этого у нас, да, после того, как его, еще момент очень важный, вопрос о том, что у него после
того, как ему пунктировали абсцесс, у него сильно отекли стопы. И когда я спросила у врача, врач сказал, ну, у него опухоль давит на, что вы хотите, у него здоровая опухоль. Я говорю, слушайте, ну, у него может быть просто абсцесс, там еще, ну, видите, какой у него гемоглобин? У здорового человека гемоглобин 150. Ну, я так думаю, да, где же ты видел здорового человека, у которого ЦРП 350, и 4,5 литра, 5,5 или 6 литров гноя из него выкачали. Даже смешно говорить вот это вот само по себе, что у здорового человека должно быть столько, значит, типа у него сразу онкология. То есть, знаете, вот такие слова, они все время тебя откидывают вот сразу. На тебе уже поставили крест. Все, ты уже онкологическая. Еще нет никакого диагноза, но у тебя уже онкология, уже по базе. Врач сказал, ну, давайте проверим его, раз ноги отекают, проверим его, тут она молодец, отработала она очень хорошо. Сразу его отправили на Доплер, это вот называется ультразвук вен, чтобы исключить тромбы и всякого рода там венозные, артериальные и прочие проблемы. Я не очень знаю точные названия, просто мне так вот объяснили, что это для этого. Выяснилось, что никаких тромбов, ничего там нет, они успокоились, а я вспомнила, что когда у меня же был тройной перелом щиколотки, мне делали 2 операции, там, из 12 кусков собирали ногу, и я вспомнила, что после операции у меня сильно отекала нога, безумно сильно. То есть просто когда у меня сняли гипс, у меня нога была в 2 раза больше нормы. И я от этого спасалась компрессионными носками. Кстати, вот тоже очень интересный момент. У меня у папы делали также открытую операцию на сердце, то есть аортокоронарное шунтирование. И у него тоже после этой операции отекали руки очень сильно. Он сильно испугался тогда, потому что руки прям вот как сардельки стали. И тоже врачи ничего по этому поводу не говорят. То есть совершенно удивительная история, что как бы это нормальное явление, когда вмешиваются в любую, вот делают операцию. Или Ваньке, у него были абсцессы, которые придавливали ему нервы, придавливали ему, нарушали лимфоотток. И как только убрали вот это препятствие, лимфа сразу устремилась вниз, туда, куда она не могла проникнуть, и до этого из-за того, что абсцесс сдавливал. И, естественно, там образовался застой, потому что вся лимфатическая система не циркулировала нормально. И у меня возникает в этой ситуации вопрос, ну, врачи, которые знают эти взаимосвязи, ну, нормально было бы, если бы они предупреждали об этом больного, но у меня складывается ощущение, что настолько лечат отдельно органы, что вот онколог, он знает, как лечить опухоль, а то, от чего у человека после дренирования абсцесса могут отекать ноги, он даже не задумывается. И я по аналогии спрашиваю у врача, скажите, пожалуйста, а можно ли ему компрессионные носки? Она так пожала плечом, говорит, ну, попробуйте, типа того. Ну, все равно же, типа, опухоль у вас. Я говорю, знаете, ну, я попробую. И Саша купил носки в спортмагазине, но потом я зашла в магазин, там прямо рядом с онкоцентром есть магазин медицинских всяких инструментов, средств для ухода и так далее. И там мне сказали, что нет, никакие спортивные носки не подходят, что нужно в зависимости от ситуации подбирать носки с разной степенью компрессии, и выбирать носки надо, вот это тоже очень важный вопрос для вас знать, выбирать носки нужно не по размеру обуви только. То есть спортивные компрессионные носки, да, они только по размеру обуви. Они, вот эти вот медицинские, там надо 3-4 размера было снимать. Нужно было там объем окружности икры, щиколотку, размер стопы, ширину стопы, то есть много чего. И когда я объяснила, какая у нас ситуация, нам подобрали носки. И за 2-3-4 дня у Ваньки полностью прошли все отеки. Я это очень хорошо помню, и тут в данном случае тут у меня опять возник вопрос, значит, не опухоль таки давит, потому что если бы опухоль давила, никакие бы компрессионные носки не спасали бы, но как бы вот уже базовый подход был, у вас метастазы, у вас все плохо. И у него все это дело прошло, и он компрессионные носки носить перестал. Но у него осталось онемение стопы, потому что в течение долгого времени у него эти абсцессы, ну как долгого, даже там 3 недели, да, абсцесс давил на нервы. И поэтому у него вот это, нервы, как выяснилось, очень медленно восстанавливаются, то есть достаточно долго не возникает чувствительность стопы.
И с этим совсем багажом нас отпускают домой. Ну, температуры у Ваньки уже нет, ЦРП улучшился, и нас просто вот выпускают, не сделав никаких дополнительных обследований. От чего гной? Как мы спрашиваем, от чего гной, нам говорят, ну, у нее же опухоль. Я думаю, ну, как бы опухоль и гной не факт, что связаны, но, тем не менее, нас вот выписывают. И мы по старой доброй привычке, единственное, что нам назначают, раны остаются в дырке в спине. Мне надо это дело перевязывать. Никто толком не объяснил, как. Приблизительно показали медсестры, но какого-то вот серьезного такого консилиума по этому поводу не было. И мы по доброй старой привычке обратились к нашему другу, врачу-травматологу, который посмотрел на Ваньку, похмыкал, сказал, вы знаете, вообще-то это делается в нормальной ситуации не так. Это нужно вскрывать весь этот абсцесс, смотреть, какие там камеры, и удалять его, потому что там он будет производить гной дальше. И я говорю, ну, знаете, нам сказали, что когда абсцесс многокамерный, если ты одну камеру освобождаешь, то постепенно все перетекает, и можно из одного места все время дренировать. Он говорит, знаете, говорит, в теории это учит, что так и есть. Но я вам говорю, как практикующий травматолог, который видел уже всякое, что так нифига не происходит. То есть нужно камеры вскрывать. И я говорю, знаете, ну, никто нас никуда не назначил, ничего не можем сделать. И он вот чисто потому что хороший человек, вот буквально, потому что он не мог нас взять. Самое главное, что он не имел права положить в клинику, потому что это травматологическая клиника, а мы онкологически больные уже как бы. Вот. И да, кстати, единственное, что нас онкоцентр назначил все-таки к директору вот этой травматологической клиники, потому что у них есть отделение гнойной хирургии. По-моему, единственная больница в Будапеште, у которой есть отделение гнойной хирургии. Но когда мы пришли к директору, отсидели там несколько-часовую очередь, он на нас посмотрел и сказал, нет, вы не мои больные, и брать я вас не буду. На этом нам не были даны никакие рекомендации, то есть нас просто бросили полностью вот как есть. И мы попросили уже этого врача, и он сделал анализ содержимого раны, и мы одновременно сделали еще в частной клинике тоже анализ содержимого раны. И выяснилось, что у него в ране, у Вани, золотистый стафилококк. Значит, заметка на полях. Золотистый стафилококк – это жутко мерзкая инфекция, которую часто очень заносят в больницах. Но на самом деле она может быть занесена где угодно. То есть ты можешь, если у тебя ослаблен иммунитет, там растереть ногу, мозоль у тебя может возникнуть и занести таким образом. И золотистый стафилококк имеет такую нехорошую особенность капсулироваться. То есть когда у человека сильная иммунная система, он не дает развиваться бактерии. Но бактерия присасывается к какому-нибудь месту у человека, какой-то кости, например, и образует капсулу защитную, в которой ее иммунная система организма не видит. И там сидеть может годами. И потом, когда у человека по какой-либо причине ослабляется иммунная система, он начинает размножаться, начинает давать воспаление. И честно вам сказать, я практически уверена, вот меня очень многие, кстати, спрашивали в комментариях, вы не думаете, что следствием, вернее, причиной вот этого всего мог быть удар копчиком? Я практически в этом уверена, потому что у Вани в 11 лет он сильно упал на спину, поскользнулся на набережной и упал копчиком как раз. И плюс он потом еще в более взрослом возрасте, он занимался самбо и несколько раз падал на спину тоже. Он же высокий, ну, знаете, шкаф большой, падает громко, 196 сантиметров. Он падал на спину, и я боюсь, что там действительно была такая ситуация, что первое падение образовало у него вот это вот, может быть, что-то порвалось, там куда-то закапсулировалась эта бактерия. То, что у него бывало, конечно, когда он стирал руки или там стирал ноги, да, мы это дезинфицировали, но вы сами понимаете, бактерия – это такая вещь. Потому что в больнице-то он не был, он не мог в больнице получить эту бактерию. Вот. И я думаю, что потом, при дальнейших падениях, у него плюс стресс, плюс там смена, он поступил в университет, действительно стресс играл большую роль здесь, у него, вероятнее всего, иммунка села, и эта бактерия стала развиваться. Но нужно сказать, что мы всем врачам говорили об этом, и всем врачам говорили, рассмотрите, пожалуйста, вопрос того, что это инфекционного характера может быть, потому что да, и это тоже меня спрашивали в комментариях, что вы же знаете, что онкология может быть связана с воспалением. Безусловно, знаю, причем оно может быть связано в обе стороны. То есть длительное воспаление может создавать атипичные клетки,
Причем они могут быть не раковые, они могут быть просто атипичные. Либо онкология может вызывать воспаление. Но уже с опытом, багажом того, что мы пережили, я могу сказать, что онкология не вызывает, как правило, воспаление там, в 350, 300, 250 единиц реактивного белка. Обычно онкология держит воспаление, да, оно есть, но оно там 5, 10, 20, 50, максимум 70. То есть такое среднего уровня воспаления. Такого воспаления онкологии не дает. И у меня уже с тех пор были несколько онкологических больных, и какие бы у них ни были метастазы, какие бы у них ни были воспаления, такого ЦРБ не было ни у кого. Вот, и вот здесь вот момент такой, я, извините, просто, да, еще нас назначили в связи с тем, что у Ваньки постоянно падал гемоглобин, ему назначили раз в неделю сдавать кровь, и в случае необходимости давали донорскую кровь. Практически получалось, что раз в неделю он получал донорскую кровь для того, чтобы держать ему уровень гемоглобина в норме. То есть, если в норме уровень гемоглобина у мужчин где-то 140-150 должен быть, или 135-155, что-то в этом роде, у него гемоглобин был 70, 72, то есть это уже тот уровень, при котором нужно получать донорскую кровь. Организм не получает достаточно кислорода, там много чего происходит. На самом деле я отдельно о гемоглобине и о крови, о донорской крови, об особенности того, как ее получать, я буду говорить в отдельном выпуске, более коротком, потому что, но тем не менее, он тоже важный. Вот, и мы остались, то есть, да, этот врач нас дренировал периодически, ну, получается, на коленке, то есть он говорит, вообще-то в операционных условиях дренаж вшивают, и он там находится постоянно, и оттуда вытекает вот этот гной, потому что у Ваньки постоянно из этих дырок вот этот гной продолжал вытекать. И он нам делал какие-то, придумывал дренажи вакуумные, тоже их пытался там зафиксировать каким-то образом, но они держались только буквально 2-3 дня, и мы раз в 2-3 дня к нему ходили, он нам эти дренажи менял. И после того, как у нас высеялся золотистый стафилококк, то есть вы понимаете, что это инфекция глубокая, это глубокий абсцесс, мы оказались, то есть у нас не было врача, мы обратились в онкологический центр, там сказали, знаете, мы в бактериях не разбираемся, точка. Этот врач, опять же, наш друг, позвонил своему знакомому инфектологу, отправил Ванину антибиотикограмму, потому что когда делают анализ на бактерии, то делают антибиотикограмму, то есть показывают, какие бактерии на что чувствительны. И по антибиотикограмме Ване назначили, вот этот врач, чисто по знакомству, назначил ему перорально, то есть через рот таблетки антибиотика 2 раза в день. И вот знаете, вот тут очень, опять же, интересная история, что я не врач, я не претендую на идеальное знание, но это я слышала от врачей в Германии и в Венгрии, что глубокие абсцессы, особенно если абсцессы, задевающие кость, а у нас была ситуация, что это опухоль, которую они видели, она как будто бы проникала в кость, они требуют внутривенной антибиотикотерапии, потому что очень нужно массированно сразу бить инфекцию для того, чтобы ее убить, потому что в абсцессы антибиотики проникают очень с трудом. В идеале, безусловно, убрать этот абсцесс. Но мы этот вопрос поставили в онкоцентре, нам сказали, вы знаете, это опухоль, мы боимся там трогать, потому что может быть большая кровоточивость, поэтому, извините, делать мы больше ничего не будем. Будем ждать биопсии, будем ждать остальных обследований, потом будем решать. Ну, это все хорошо, но у Вани опять начался рост ЦРБ, потому что понятное дело, что золотистый стафилококк за неделю антибиотиков, они из глубоких абсцессов никуда не делся. Мы стали пить антибиотик через рот вот этот вот, но нам этот же врач сказал, что на самом деле эффективность этих антибиотиков, она очень маленькая, когда ты принимаешь просто таблетки. А внутривенно дают только в больнице. Класть нас никто не клал с этим заболеванием. И вот мы мучились какое-то время. По ходу дела нас назначили на ПЭТ-КТ. Причем назначили с таким видом, что, ну, прям вот было видно, что люди знают, считают, что у нас прям метастазы по всему телу. Назначили его на ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ – это компьютерная томография, которая с контрастным веществом, которая проходит по всему телу и смотрит метастазы везде.
перед этим там нужно было, приходишь, там надо пить какое-то определенное количество жидкости, раз в 10 или в 20 минут там выпиваешь по стакану, то есть часа 2 там это Ванька пил, потом ему дали контрастное вещество, и как результат у него не нашли нигде метастаз, ни в голове, нигде вообще не было метастаз, и опухоль осталась ровно такой же, какой она была в сентябре. То есть никакого роста не произошло. Абсцессы, естественно, уменьшились, потому что они там оставались до сих пор, то есть КТ показал, что абсцессы там есть, но сама по себе вот это тело опухоли, оно никак не изменилось. И что было, естественно, для нас очень, очень радостной вестью, потому что, ну, как бы нам говорили, что, вероятнее всего, это саркома или меланома, но это все очень агрессивные виды опухоли, и маловероятно, что там почти больше полугода опухоль вообще не меняется. Потом мы ждали достаточно долго результаты биопсии. Значит, результат биопсии пришел намного позже, чем нам сказали, максимум 10 дней. Он пришел практически через месяц. Причем мы, естественно, все сидели вот в таком вот состоянии. Причем в какой-то момент нам позвонили из лаборатории и сказали: «Вы мама Ивана Варади?» Я говорю: «Да». Потому что он оставил же доверенность, да. Ну и задали вы нам задачку, сказали мне в лаборатории. Мы ничего тут понять ничего не можем, но мы надеемся разобраться. Приходите-ка на дополнительный анализ на онкомаркеры. Мы пришли, нам сдали все возможные онкомаркеры, которые есть. То есть я посмотрела, их было штук 15, по-моему, может, не все, но много. То есть я потом проверяла с помощью искусственного интеллекта. Там были и желудочно-кишечные, там и костные всякие маркеры. И как результат у него единственный маркер был положительный, это B12, это просто свидетель воспаления. Все остальные онкомаркеры у него были отрицательными. Они достаточно долго делали ему там, как это называется, иммуногистологию, еще какие-то там анализы делали. И как результат у нас вышла опять опухоль непонятного происхождения, опухоль мягких тканей, и потом нужно было сделать еще дополнительные анализы с тканями. То есть, а я еще все это время общалась со своим врачом-онкологом-гинекологом, который говорил, что не может быть такого, что не могут определить опухоль. И тут, когда он увидел 2 заключения, сначала там лучший патолог в Венгрии это делал, потом 3 образца в онкоцентре, и не могут определить, что за опухоль, он говорит: слушайте, ну такого вообще я никогда не видел. На всякий случай они посмотрели, что там у Ваньки очень много разных клеток было странных. В том числе были редкие клетки меланомы, как-то они называют, в общем, не буду это слово выговаривать, клетки, характерные для меланомы. Его отправили действительно очень честно, его посмотрели, всю кожу его отправили, глаза ему посмотрели, потому что меланома может быть на коже и также на глазах. Исключили меланому и отправили образцы на доследование. И вот как в результате доследования они определили, что там есть какая-то фузия, генная фузия, определили, которая может быть также в саркомах. При этом показатель КАИ-67, это показатель скорости размножения клеток, был абсолютно нормальный. То есть у нормального человека до 10% норма, потому что кожа регенерирует, то есть если мы пораним кожу, она должна регенерировать. Соответственно, 0 не может быть КАИ-67, то есть это обычно 5%, там, 7%. Если сильная скорость регенерации, то это может быть 10% там, при каких-то травмах. У Вани этот КАИ был абсолютная норма 5%. У онкоклеток, то есть клеток злокачественных, которые, соответственно, быстро размножаются, у них КАИ 67, там 20, может быть 30, может быть даже больше, но ни в коем случае не 5. И для меня вот это все было очень обнадеживающим. Но в заключении было написано, что не исключается воспалительное образование опухоли, но также это может быть светлоклеточная саркома. И вот эта вот молодая врач, которая интерн, она говорит: ой, как здорово, у нас сейчас уже есть диагноз. А вы знаете, как я вам в предыдущем выпуске рассказывала, я все анализы, абсолютно все, которые мы получали, я честно сканировала, какие не сканировала, вводила руками всю информацию, и мне чат GPT, платный мой бизнес-подписка моя, она это все анализировала. Плюс я давала информацию вот этому нашему хирургу, который это все говорил, нам помогал, и тоже помогал он мне отвечать на мои вопросы. И
Я говорю, слушайте, позвольте, а как это у вас есть диагноз? Я-то была уверена, что нас будут дальше обследовать, потому что написано, что может быть то, а может быть и это. Она говорит, нет, 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 вероятнее всего все-таки это саркома. Главное, что у нас был диагноз, сказала она. И вот, знаете, вот тут произошло то, что на самом деле определило нашу судьбу в будущем. Но мы в тот момент этого не знали. И я не знаю, могли бы мы как-то на это повлиять или нет. Потому что из предположения нас предположение превратили в финальный диагноз. И ему сразу поставили светлоклеточную саркому. При этом я очень много читала о светлоклеточной саркоме, о воспалениях. И выяснилось, что атипичные клетки, которые вызываются при бактериальных воспалениях, они очень похожи на онкологические клетки. То есть практически почти неотличимы. И вообще-то в идеале, конечно, саму опухоль вытаскивать и смотреть. Потому что в разных клетках опухоли могут быть разные виды клеток. То есть там надо это все смотреть. Но в нашем случае хирургически, как нам сказали, это удалить никак нельзя было. Поэтому только на основании биопсии они решали. И получилось, что предположение стало диагнозом. И с этого самого момента никто больше не задавался никакими вопросами. Никто не задавался вопросами, а соответствуют ли симптомы Вани саркоме светлоклеточной, нормален ли такой высокий ЦРБ, нормален ли гной, падение гемоглобина и так далее. Вот абсолютно эти вопросы больше не волновали никогда и никого. На все мои попытки обратить на это внимание врачей, я получала ответ, ну, мало ли, никто не знает, на что способна саркома. Рассказываю, светлоклеточная саркома – это настолько редкая опухоль, что всего ее диагностировали пока у менее чем 300 больных по всему миру. Соответственно, опыта с ней практически никакого. И теоретически на нее можно спихнуть абсолютно все, ну, потому что практически неизвестный диагноз, потому что врачи в онкоцентре сказали, что до этого времени у них встречался только один больной со светлоклеточной саркомой. Когда мы получили этот диагноз, и я поняла, что никто нас исследовать больше не будет, я сказала врачам, вы знаете, мы хотели бы попросить о втором мнении. На что мне врач, вот мне тоже очень понравилась, она сказала, что, вы знаете, вы имеете право просить второе мнение где хотите, мы второго мнения просить не будем, потому что мы абсолютно точно знаем, что мы делаем. И у меня так, знаете, вот, думаю, да, как, если у тебя в стране за все время был только один случай светлоклеточной саркомы, как ты можешь быть уверен в том, что ты 100% знаешь, что ты делаешь? То есть у меня сразу, знаете, вот я думаю, ну это же судьба человека, это молодой человек, молодой парень. Ну, нужно же все сделать для того, чтобы гарантированно как-то исключить все возможные неточности. Это абсолютно никого не волновало. Вот вообще никого. Я не знаю, почему они так хотели, чтобы у них был диагноз. Я думаю, что там финансирование каждого пациента, оно в зависимости от диагноза осуществлялось. И, в общем, понять их в этом плане, конечно, тоже можно. Единственное, что нельзя понять, что они дальше не работают над тем, чтобы смотреть на соответствие, да, того, что есть или нет. Вот здесь рекомендация моя. Отслеживайте вот этот момент. Отчитайте все внимательно заключения. Под лупой. Просите знакомых, если есть знакомые врачи, чтобы они любые зацепки вам давали. Устраивайте перекрестный допрос чату GPT, Gemini и что у вас есть, да? Потому что от этого будет зависеть судьба вашего близкого. Как в нашем случае, она уже была предрешена практически постановкой вот этого диагноза. И единственное, что, да, после того, как у тебя приходят все анализы, собирается онкокомиссия, онкотим у нас это называется, 7 врачей разного профиля рассматривают случай больного и назначают лечение. Ване из-за того, что у него было такое место, ему не показана была ни химиотерапия, ни излучение, ни радиология. Чему я крайне обрадовалась, потому что я прекрасно понимаю, что, в общем, это тяжелые очень терапии, и они отравляют организм. Нам была показана иммунная терапия. Но иммунная терапия эффективна очень только в том случае, если выделяется таргетный ген, то есть ген, против которого есть уже препарат. К сожалению, в нашем случае никакого таргетного гена, никакой мутации, которая помогла бы назначить иммунный препарат, не было. Поэтому они назначили препарат
ну, типа, какой они думают. Потому что это было, я, опять же, проконсультировалась с чатом GPT, он сказал, знаешь, это гадание на кофейной гуще. Либо поможет, либо не поможет. То есть, ну, просто другого нет у них. И на вот этот препарат, он дорогой был, который нам прописали, и на него нужно было получать разрешение. Срок получения разрешения, по-моему, 60 дней или 90. И вот как раз лето, я думаю, ну хорошо, как раз, да. И онкотим еще сказал следующее, что онколечение, то есть лечение этим иммунным препаратом, можно только после того, как будет решен вопрос с бактериями, будет удален абсцесс. Значит, в заключении это было все написано. Но когда мы обратились в онкоклинику, сказали, вот смотрите, у нас золотистый стафилококк подтвержденный, у нас гной подтвержденный. Что нам делать? Онкотим сказал, что вы нам не начнете лечение, пока не будут... Направьте нас, пожалуйста, в гнойную хирургию. Они сказали, нет, мы никого не знаем в Венгрии. Единственное, что мы можем вас... Давайте сначала к нашему хирургу сходите. Мы приходим к нашему хирургу, имеется в виду, который вот Ваню пунктировал. А у него с тех пор выделения же продолжаются, у него то кровоточит, то не кровоточит, потому что надо еще понимать, что когда абсцесс, там же ткани свежие, там в них очень много сосудов. И любое нарушение давления из-за абсцесса, когда накапливается гной, нарушение давления на ткани, оно постоянно происходит. Эти сосудики лопаются, и постоянно человек теряет кровь. Может быть, немного, но теряет. И вот оттуда идут постоянные вот эти вот выделения. И мы говорим, слушайте, ну надо же что-то делать, ну как же вот он будет с такими дырками ходить? Врач говорит, я хочу эти дырки зашить. И тут я понимаю, что инфицированная рана, в которой гной, что такое ты зашиваешь инфицированную рану, из которой выходит гной? Это значит, весь гной скапливается внутри, что приводит к сепсису. И я совершила там не то чтобы стратегическую ошибку, просто в тот момент я была глупой, да. Я не встречалась с такой ситуацией, когда человек говорит, ну, совершенно адекватный человек, казалось бы, хирург, и говорит вещь абсолютно неадекватную. То есть зашить инфицированную рану, я начинаю с ним спорить. Он с этим очень как-то на меня очень агрессивно реагирует. Говорит, вы ничего не понимаете. Эту рану, чтобы не было кровотечения, она сама себя тампонирует. Я говорю, слушайте, хорошо, но это же инфекция, как вы можете закрыть? В общем, хорошо, тогда пишите отказ. Я написала отказ. Вернее, Ванька подписала, естественно, этот отказ о том, чтобы ему не зашивали рану. И я, естественно, ну, думаю, ну, может, я неправильно сделала. Мы опять идем к этому хирургу-травматологу. У него золотые руки, он спасает огромное количество людей с самыми разными там заболеваниями, ну, острыми. И он говорит, слушайте, ну, если ему зашили бы рану, он сразу умер просто, потому что это сразу сепсис, заражение крови, все. Кто, говорит, вообще придумал, кто вам это сказал, зашить рану? Вообще, говорит, кошмар. Я думаю, ну хорошо, слава богу, я хотя бы здесь была права. Потом я задаю этот вопрос чату GPT. Вы знаете, меня совершенно поразила мудрость чата GPT. Он говорит, знаешь, ты зря с ним ругалась. Надо было его просто попросить написать письменно, что он предлагает зашить инфицированную рану для того-то и для того-то. Он говорит, поверьте, как только бы ему нужно было это написать, он бы никогда не стал брать на себя такую ответственность. То есть, почему я вам сейчас это рассказываю? Потому что это подтверждает мою более раннюю рекомендацию. Для тех, кто не смотрел мое видео прежде, я могу сказать, что нужно ввести всю переписку с врачами в письменном виде. Вот мы вели в онкоцентре с зав. Отделением онкологии, химиотерапии, извините, мы вели исключительно письменную переписку. Так и так, у нас там такие-то симптомы, мы просим дать назначение на кровь, мы просим то, мы просим все, мы просим дать нам направление в гнойную хирургию. Так и так, у нас определился золотистый стафилококк. То есть, к сожалению, я могу себе представить, что в России может это не так быть. В Венгрии это совершенно точно так. Нет врача, который держит в своих руках твою судьбу. То есть онколог, вот в нашем случае онколог, зав. Отделением химиотерапии, он отвечал только за опухоль. За опухоль нам сказали, ну, ждите 2 месяца, вам дадут лечение. Все. То, что бактерия, то, что у человека низкий гемоглобин и так далее, никого не волновало. Да, нам давали кровь, тоже со скрипом, опять же, в отдельном видео я вам расскажу и о взаимосвязи гемоглобина с бактериями, и о крови, и обо всем.
у нас не было человека, который держал в руках нашу судьбу. Я звонила нашей участковой, замечательная женщина, но она ничего не могла сделать. Я говорю, она русская по происхождению, живет уже здесь, по-моему, 50 лет, пожилая уже женщина. Я говорю, Таня, ну скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какие-то с гнойной хирургией завязки? Она говорит, есть есть больница с гнойной, но там нет хирургии. То есть они совершенно точно не могут тебя разрезать. В общем, я спрашиваю у нашего хирурга, слушайте, ну 20-летний парень, ну мы же думали еще, что 20-летний парень, ну они же должны понимать, что это молодой человек, что у него сильный иммунитет, что его надо спасать. Он говорит, нет, вот если бы ему было 80, его бы взяли где угодно, а в 20 его никто не возьмет, потому что боятся, а вдруг он будет умирать в отделении у них, никто на такую ответственность не пойдет. И слушайте, мы с ужасом поняли, что да, молодой пациент, это на самом деле минус. То есть тобой никто не хочет заниматься, потому что все тупо боятся ответственности. И в результате наших вот этих переписок с зав. Отделением, почему не переписывались с женщиной интерном, она ушла в 6-недельный отпуск, не слабо так, да, 6 недель, поэтому мы остались вообще, были переданы в руки вот этого зав. Отделения, которого лично я никогда не видела, а Ванька видел там по минуте в день в течение обхода. И, кстати, перед окончательной нашей выпиской, и когда нам сказали вот о том, какое лечение к нам будут применять, нам назначили консультацию этого врача, и мы так с трепетом ее ждали. И на этой консультации он сказал, Ваня, вот как же тебя так угораздило, и где же ты заработал себе такую опухоль? Вот на этом наша консультация была закончена, то есть ничего нам умного не сказали, но нам дали направление в хирургию. Куда бы вы думали? В Сент-Януш-Корхаз, из которого мы с ужасом бежали в свое время и всегда бежали. И надо сказать, что мы очень туда не хотели идти, но направление нам было именно туда. Нам сказали, что с ними договорились, что у них есть и нейрохирург, ну, потому что место такое, да, там нервы задействованы, что у них есть и нейрохирург, у них есть и гнойный хирург, и вообще все хорошо. И я позвонила своей знакомой, у которой муж как раз профессор в отделении хирургии в этой больнице. И вы знаете, вот эта моя подруга, она меня послала далеко и надолго. Она мне сказала, нечего бегать по врачам. У тебя онкологически больной сын, соответственно, занимайся своей онкологией и не бегай ни по каким этим. Я пыталась ей доказать, что я говорю, слушай, ну, главный человек был всегда хороший, я знала ее как хорошую женщину. Я по сей день не знаю, знаете, честно говоря, очень не могу, то есть я простила ее с одной стороны, но очень неприятно, я не могу с ней просто разговаривать, честно, потому что я ни о чем не просила, я просто хотела, чтобы ее муж присмотрел, потому что у нас направление туда было. И я пыталась ей объяснить, я говорю, слушай, у нас есть к вам направление, это не я придумываю, что ты говоришь ерунду, у тебя онкология, а ты занимаешься какими-то бактериями. Я говорю, да я не придумываю, нам онкотим принял такое решение, у нас есть на руках документы, у нас есть, идите в онкологию и лечитесь. На этом мы прекратили разговор. И за все время в будущем лежания Ванькиного в Януш-Корхазе опять, да, ее муж никогда не подошел к нему, хотя это, казалось бы, его была должностной обязанностью, то есть даже на обходах он выходил из комнаты, разговаривал по телефону, то есть никакой помощи мы от него не получили, ну, бог им судья. В общем, смотрите, я сейчас посмотрю свои записи, потому что для того, чтобы вам делать... Да, еще и одну... Давайте я немножко... Уже сейчас мы дошли до того, что нас отправили опять в Януш-Корхаз. И, соответственно, я уже сейчас перейду к тому, чтобы дать вам рекомендации. Такие, я уже давала частично рекомендации, но как бы их уплотнить в одном месте. Значит, главная рекомендация – это письменно общаться со всеми врачами, чтобы у каждого вашего вопроса или предложения, или сомнения были письменные следы, потому что никто не знает, как сложится ваша жизнь. Вполне может быть, что вам придется там вступать в какой-то юридический спор с больницей или показывать это другим специалистам, поэтому нужно обязательно все вопросы задавать в письменном виде. Что именно задавать? Нужно спрашивать у знакомых, а также у искусственного интеллекта. Искусственному интеллекту надо не просто от балды задавать вопросы, а сначала создавать чат, который посвящен этому вопросу, и туда заливать все документы и запрашивать чат GPT, чтобы он проанализировал все документы, и ему тоже задавать перекрестные вопросы. А это что? А почему? А что это может быть? А если это будет не так, то что тогда? То есть вот
можно привлечь всю семью, чтобы как можно больше вопросов задать. Уж чат GPT вас точно никуда не пошлет. Чат GPT может создать список вопросов, которые вы можете задать, может это оформить в виде красивого письма на любом языке. То есть это важная очень история, потому что, еще раз говорю, нет человека, в Венгрии, по крайней мере, точно нет, и я думаю, что в Европе тоже нет, потому что в Германии была та же история, нет человека, который курирует все. Есть люди, отвечающие за отдельные органы. А всем остальным занимается сам больной или его родители. Я вот так подумала, боже мой, как хорошо, что у Ваньки есть родители, потому что в 20 лет человек со сраной на спине, да, то есть никто нас не научил нормально делать перевязки, никто не объяснил, какие материалы использовать. Вот здесь вот второй вопрос, да, про письменные я сказала, про то, что вы задаете все вопросы. Всегда, каждое слово врача подвергайте сомнениям. Очень важный этот момент. Далее, следите за тем, чтобы предположительный диагноз не становился конечным. То есть до последнего настаивайте на дополнительных исследованиях. Мы дали маху, потому что мы не знали, что если нам поставят диагноз онкологии, это значит, что на нас написали большой черный крест. И все будут потом, все симптомы будут списываться на онкологию. Даже те, которые вообще в онкологию не вписываются, все равно будут списываться на нее. Далее, более мелкие такие рекомендации, да, когда вам прописывают антибиотикотерапию, нужно позаботиться о том, чтобы давать пробиотики. Причем не все равно какие. Вот здесь я опять же использовала чат GPT, потому что в продаже в Венгрии есть несколько пробиотиков, но самые лучшие из них не добивают до лучших на мировом рынке. Потому что в самом лучшем пробиотике было 7 штаммов бактерий, а в том, который я заказывала за границей, было 12. И по количеству бактерий в венгерском максимуме было 1 миллион, а в том, который я покупала за границей, было 25 миллионов бактерий в одной капсуле. То есть его нужно было пить только один раз. Никто из врачей не сказал нам, что нужно пить пробиотики. Это мы сами додумались, и нам сказал об этом и чат GPT, плюс я сама по базе это знала. Но вы должны знать, что любой антибиотик, он нарушает микрофлору кишечника, он может очень плохо отразиться на пищеварении, на состоянии желудка. Поэтому пробиотики нужно пить обязательно. Их дают без рецепта, то есть вы навредить ими никак не можете. Поэтому я вам так смело даю такую рекомендацию, потому что это не медицинский препарат. Его можно пить даже просто в здоровом состоянии. И очень важно, чтобы вы с чатом GPT проговорили, когда именно принимать, потому что пробиотики можно принимать во время антибиотикотерапии, тогда он просто не даст бактериям в большом количестве сократиться. Да? Но если вы будете принимать сразу после антибиотиков или непосредственно перед антибиотиками, то антибиотик убьет действие пробиотика. Поэтому там нужно, чтобы между приемом антибиотика и приемом пробиотика прошло там не меньше 4-5 часов. Поэтому график приема вот этих пробиотиков нужно обязательно согласовывать. Врачи у нас здесь с этим не помогают. Фармацевты тоже особо с этим не помогают. Может быть, это только в Венгрии так, в Германии, может быть, я тоже не заметила, чтобы врачи в Германии хоть чем-то занимались, поэтому всем этим занималась я. Поэтому вот тот препарат, который мы подобрали, он называется тербиотик, THER-биотик. Тербиотик. Я в описании напишу название этого препарата. Мы его заказывали из-за границы. Он достаточно дорогой, но если говорить о последствиях, то последствия антибиотиков могут быть очень неприятные. Поэтому, если у вас возможность такая есть, то тоже закажите. И еще его преимущество в том, что его надо пить не 3 раза в день, как другие пробиотики, а всего только 1 раз в сутки. Поэтому таким образом дороговизна каким-то образом компенсируется. И еще тот момент, который я говорила вам про компрессионные носки. Это тоже очень важная история, потому что просто будьте готовы к тому, что при любом вмешательстве, особенно если у вас абсцесс, особенно если у вас там или перелом, или что угодно, что нарушает лимфоток, то после вмешательства в ваш организм обязательно будут отеки. Я вам скажу, действие компрессионных носок – это просто носок или носков? Носков.
по-моему, чулок и носков, да. Действие вот этих компрессионных носков, оно совершенно потрясающее. То есть я на себе это испытала, когда один день ты не надеваешь носки, у тебя нога как у слона, а в носке, в гольф, лучше не носки, а гольфы такие до колена, или чулки даже более высокие, в зависимости от... У Ваньки были гольфы. Компрессионный носок просто не дает лимфе скапливаться внизу и ускоряет восстановление лимфотока по телу. И его нужно, еще раз я повторяю, его нужно подбирать в медицинских магазинах, говорить, какая ваша проблема, нести туда точные размеры и подбирать то, что нужно, потому что спортивные магазины такой возможности не дают. И вы знаете, еще, конечно, очень такой момент, пожалуй, на этом сейчас я проверю, какие у меня были еще рекомендации, какие, да. Вроде больше никаких рекомендаций нет, все остальное я сказала. Знаете, да, еще вот, да, что нужно иметь в виду. Если у вас в ране, если у вас, например, какой-то глубокий абсцесс, если у вас глубокая рана, застойная какая-то, если у вас остеомиелит, то есть если бактерия затронула кость, то требуется длительная, продолжительная антибиотикотерапия, либо хирургическое вмешательство. Безусловно, я не говорю, какие антибиотики нужны, потому что это может только бактериальный анализ, антибиотикограмму сделать. Я не могу вам сказать, я не врач, да, но я знаю, что в таких случаях антибиотики даются минимум 3 недели, а то и месяц внутривенно, и только потом переходят на прием через рот, пероральный прием. В онкоцентре этого не знали, потому что у них пациентов с остеомиелитом, видимо, не было. Поэтому они сказали, ну мы дали антибиотики неделю, все нормально. То есть если дается всего неделя антибиотик, то очень быстро, в связи с тем, что в абсцесс антибиотик проникает очень медленно, моментально начинается восстановление воспаления. Вот у Ваньки ему сделают неделю антибиотики, улучшение через 2-3 недели, опять ухудшение и так далее. То есть будьте внимательны с этим, задавайте вопросы. Опять же, чату GPT, врачам требуйте консилиума. Обязательно, если вы видите, что у вас застойные какие-то явления, если у вас раны, если у вас абсцесс, обязательно требуйте консилиума специалистов, то есть гнойных хирургов, специалистов по гнойной хирургии, по инфектологии, потому что это целая отдельная отрасль. Обычные хирурги с этим не справляются. И, соответственно, просто знайте, что в этом случае не работает базовая теория, что чем меньше давать антибиотиков, тем лучше. Я сама всю жизнь была противником антибиотиков, но, к сожалению, в этом случае больше других вариантов не было. И вы знаете, еще, пожалуй, вот момент, знаете, какой очень болезненный, страшно, вот который я опять могу повторить, что, к сожалению, из людей, которые помогают пациентам, врачи у нас, по крайней мере, здесь, в Европе, превратились в какую-то такую касту, которая рассматривает тебя не как человека, а как случай, как статистику. Как будто бы, я понимаю, что, наверное, в онкологии вообще невозможно работать врачом, не дистанцировавшись совсем. Но у нас здесь дистанцирование происходит настолько, что ты вообще понимаешь, что в тебе человека не видят вообще. То есть при тебе могут обсуждать самые страшные варианты исхода, да, вот как при нас обсуждали постоянно наличие метастазов, которых как результат не выяснилось, не было. Говорили о том, что опухоль выросла, что он в 4-й стадии и так далее. Все это было не подтверждено. Но уже это было при нем озвучено не один раз. И получается, что из врачей, от которых ты ждешь по базе помощи и утешения какого-то, ну хотя бы просто слов, что мы не знаем как, но мы тебе постараемся помочь, ты слышишь только страшные прогнозы, типа, а что вы хотите? У него же опухоль, что вы собираетесь, что вы вообще от него ждете? Радуйтесь, что он жив, вот такого плана, да?
И ты понимаешь, что ты уже один на один, и ты с ними, и ты вынужден с ними бороться, спорить и добиваться чего-то. То есть не рассчитывать на то, что они тебе помогут, а постоянно идти вот в какой-то контр. Причем, если вы думаете, что я какая-то склочница, которая прям мечтает поспорить с врачами, вообще нет. Но, к сожалению, вот как с Ванькой обращались, как в результате, да, я поняла, что если бы меня не было, он бы умер уже давно, потому что мальчик 20-летний, который ничего не знает о медицине, ничего не знает о правилах работы своего тела, у которого рана на спине, он не может ее перевязать, а не был назначен, например, не был назначен уход за раной. То есть мы не были прикреплены ни к какой хирургии, которая бы нам там меняла повязку. То есть мне нужно было, опять же, с помощью чата GPT узнать все, какие существуют повязки, с помощью вот этого нашего хирурга-травматолога, потому что есть специальные повязки, которые содержат рану в сухом состоянии, есть специальные впитывающие повязки, есть специальные пластыри, которые хороши для тела. Мне пришлось всю эту науку изучать самой, потому что он, даже если бы он был умный и великолепный медик, Ванька, у него бы не было возможности самому себе на пояснице сделать повязку. То есть я практически работала в течение всего этого времени, мы несколько раз в сутки меняли эту рану, эти повязки. И мы себя чувствовали брошенными на произвол судьбы абсолютно. Вот буквально людьми, которые вообще никому не нужны, и жизнь и смерть которого никого не волнует. И вы знаете, вот это настолько грустно. Я врачей в целом уважаю, но нужно сказать, что и от Сент-Януш-Курхаза, и от онкологического центра у нас осталось крайне тяжелое впечатление. Причем, знаете, вот это дистанцирование оно было настолько сильным, что один раз, когда я вот к этой молодая женщина, ну то есть это женщина, которая будет рожать детей, она же по логике вещей должна понимать, что вот это мой ребенок, да, ему 20 лет, но это молодой парень, моложе ее там на 15 лет. И я ей сказала, знаете, если можно, давайте не нужно говорить о вот даже предположениях, вот вы думаете саркома, то все, давайте не говорить, потому что он и так в не очень хорошем состоянии, он иногда там плакал раза два, ему было тяжело, потому что болит там все. Она на меня так смотрит, знаете, ледяным взглядом и говорит: не надо делать меня эмоционально вовлеченной в ситуацию с вашим сыном. Я понимаю, что вы сделали это не специально, поэтому на первый раз я вам как бы давайте замнем, но чтобы впредь этого не повторялось. Я, вы знаете, как будто меня в лицо облили холодной водой, потому что я совершенно не пыталась ее сделать вовлеченной. Это просто нормальное явление, когда парня молодого в 20 лет практически врачи при нем же приговаривают к смерти не раз. Вполне естественно, что человек не в очень хорошем эмоциональном состоянии. И мне кажется, врач в этой ситуации должен быть максимально бережным. Я не говорю, что врач должен врать. Я не говорю, что должен врач там обещать то, что он не может сделать. Но бережность по отношению к пациенту крайне важна. Потому что, скажи человеку, что он свинья, он захрюкает. Слушайте, если ты будешь постоянно человек говорить, ты умрешь, он просто сложит лапки и умрет. Это нормальная человеческая психология. Никакой психологической помощи нам предложено не было. Нам сразу сказали, идите в паллиативное отделение, пусть вас там лечат. И я сказала, знаете, пожалуй, мы еще подождем пока в паллиативное это отделение, мы все-таки полечимся, поборемся и так далее. Но я вот в тот момент я уже поняла, что все, на нас поставили крест, и нам надо барахтаться самим. И вот именно таким образом в нашу жизнь вошла Германия. Об этом я буду рассказывать в дальнейших видео. Я была бы очень рада, если бы вы рассказали о своем опыте, кто бы где ни лежал, какой у вас опыт общения с врачами. Особенно те, кто живут в Венгрии, Германии, что думают по этому поводу, потому что я знаю, у меня есть подписчики разные. Действительно ли вы видели такое отношение, потому что мы, к сожалению, видели не один раз. Очень хочется, чтобы, когда ты болеешь, чтобы рядом с тобой был человек, который тебя поддерживает, а не отбирает у тебя последнюю надежду. К сожалению, у нас этого не получилось. Так, значит, еще раз, вот у меня общий список. Читайте документы, храните все анализы, сравнивайте все показания в динамике.
кстати, тоже очень важно. Все показания, все по крови, по всему задавайте вопросы, просите второе мнение. Да, про второе мнение отдельно скажу, что второе мнение вы можете сделать частным образом. Любая заграничная клиника сейчас предлагает такие услуги. Причем это делается онлайн, да, это стоит денег, но относительно небольших. Вы посылаете все анализы, и клиника просто анализирует их и дает свое второе мнение. Просите второе, третье мнение, потому что когда тебе говорят, вот как в нашем случае, имея одного пациента за всю историю, что мы знаем, что мы делаем, нам не нужно второе мнение, это очень удивительно, особенно если учесть, что потом мы поехали в Германию, в лучшую клинику, одну из лучших клиник мира, и они по протоколу делают второе мнение. Они сами никогда ничего не решают. А Венгрия говорит, нет, мы все знаем. Вот, дальше. И дальше просите второе мнение. Не бойтесь спрашивать, почему врач считает диагноз доказанным. Докапывайтесь, потому что это ваш близкий человек, и его судьба интересует вас больше всего. И не позволяйте одному диагнозу автоматически объяснять все, что с вами происходит. То есть бейтесь. Если вы видите, что у вашего близкого поставлен один диагноз, а у него болит совершенно другой орган, не позволяйте все спихивать на это. Пытайтесь получить назначение специалиста. Ребята, огромный у меня получился выпуск. К сожалению, не получается делать короткие выпуски по этой теме. Вы меня простите. Я очень надеюсь, что этот выпуск был кому-то полезен. Если у вас вопросы, пишите. Подписывайтесь, ставьте лайки, не потому, что для меня это выгодно, а потому что я очень хочу, чтобы мой канал нашло как можно больше людей, которым этот канал поможет. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои истории, потому что для меня это очень важно. Может быть, что-то из этого я буду говорить, естественно, без ваших имен, потому что обратная связь, опыт других людей очень-очень важен. Если я кому-то смогла помочь, я этому очень рада. Я вам всем желаю здоровья, чтобы ни вы, ни ваши близкие не болели, чтобы никому из вас не пришлось проходить через то, через что проходили мы. Всего вам доброго, мои хорошие.